Глава 54. Особая миссия от Хокаге. В течение целой недели я старался общаться с бродячими торговцами, путешественниками, писателями, в общем всеми теми, кто имеет хоть какое-то представление о деревне скрытого водопада. Многие из рассказчиков отводили взгляд, выдавливая из себя пару-тройков общеизвестных фактов. Что-то вроде там опасно, духи деревни стерегут тайны, или каждого, кто ступит на эту пропитанную кровью невинных землю, ждет проклятие богов. Само собой, подобное меня мало устраивало. Мне необходимо выработать стратегию. Я должен знать точное местонахождение их архивов или иных источников информации. Даже если там и есть духи, я попробую с ними договориться. Уверен, выслушав меня, они вынесут справедливое решение, а если же нет, то я всегда могу убежать, используя Камуи. В итоге, не узнав ничего ценного, выслушав кучу баек самого разного формата, я уже отчаялся получить хоть крупицу достоверной информации. Однако удача вновь была на моей стороне. В один из дней я повстречал госпожу Сумико, извечную подругу моей бабушки. За эти 8 лет она ни капельки не изменилась, все так же резво неся огромные сумки с рынка. На моем лице просияла улыбка. Этот человек всегда дает мне ощущение спокойствия и постоянства. Подойдя сзади, я подхватил сумки пожилой дамы и ласково проговорил: «А вы все так же сильны, госпожа Сумика?» «А?» – удивленно воскликнула она, после чего присмотрелась и восторженно проговорила: «Обита, мой мальчик, как же ты вырос! Давно тебя не было видно. Все на заданиях». Она говорила это так быстро, что едва я успевал сконцентрироваться на ее вопросах. Да, вы уж простите меня, в последнее время и правда очень много дел». «Ничего страшного, мой мальчик. Вам, молодым, нужно стремиться вперед. Посмотри, каким сильным юношей ты стал». «Ну что вы», – окончательно смутился я. «Что ж, давайте, как в старые добрые времена, прогуляемся?» «Если ты не очень занят, Обита». «Да ради такого можно и все свои дела отложить», – весело воскликнул я. После этих слов я принял остатки сумок госпожи Сумико, и моя спина вспомнила давно забытые ощущения. Эта старушка любит брать невероятное количество продуктов. Она там что, всю военную полицию кормит, что ли? «Тебе не тяжело?» – спросила она с беспокойством. «Нет, я уже не тот мальчик, который был раньше. Такое мне теперь нипочем», – сказал я, но в глубине ощущал, что не мешало быть тщательнее, уделять время тренировкам. Мы шли по улицам, периодически заходя в разные лавки, поэтому в сумках вскоре совсем закончилось место. Слушая разных торговцев, я невольно вспомнил о своей проблеме. «Я так ничего и не знаю о клане Узумаки и деревне скрытого водоворота». Конечно, на крайний случай я мог спросить Кушину, но как-то раз я затронул эту тему и увидел на ее лице глубокую печаль. Мне бы не хотелось травмировать ее лишними расспросами, поэтому этот вариант останется лишь как последняя мера. Я настолько погрузился в эти мысли, что не заметил, когда шел до дома госпожи Сумико. «Обита! Простите, госпожа Сумико, я просто задумался». «Это очень заметно. Что тебя гнетет, мой мальчик?» – ласково спросила она. «Не берите в голову, извините, что заставил волноваться». Старушка жестом подозвала к себе. Я наклонился, и она, взяв меня за щеку, тихонько ущипнула ее. «Ай-яй-яй, от меня ничего не спрячется, Обита. Не забывай, я старая женщина и многое знаю. Не может быть такого, что я хотя бы не знала примерно, как помочь тебе». «Хорошо, только пустите», – мычал я, чувствуя настойчивость этой на редкость сильной бабуси. «Ха-ха, давай поделись со мной, ты ведь внучок моей лучшей подруги. Я просто обязана хоть чем-то помочь. Конечно, могу я немногое». На ее лице проскользнула грусть и печаль. Госпожа Сумика всегда была энергичной женщиной, которая стремилась жить активно, даже несмотря на свои года. Она была добра ко мне, помогала советам и утешала в минуты грусти. Даже если ничего не узнаю, она будет рада, что я ей доверился. Ну, понимаете, дело в том, что мне стало интересно узнать про деревню скрытого водоворота. Задумчиво процедила старушка. «Насколько я знаю, она давно разрушена». «Да, все слухи, что я узнал, звучат крайне фантастично». «И не без причин. Вокруг этой деревни всегда ходили недобрые слухи, а после ужасных событий люди стали опасаться этого места еще больше». «Понимаю, но для меня это действительно важно», – проговорил я, глядя прямо в глаза госпожи Сумико. «Вот как? По твоему взгляду я могу понять, что это необычно.
обычный интерес». «Что вы, я просто...» «Не надо оправдываться, Обита. Я давно привыкла к тому, что шиноби любят скрывать свои истинные мотивы за общими фразами. Правда, ваши глаза никогда не врут. Уж мне это той, которая прожила всю жизнь с шиноби под одной крышей, это понятно как день». Я молча склонил голову. «Именно поэтому я не буду задавать лишних вопросов. Уверена, если ты хочешь это знать, то исключительно из добрых побуждений». Улыбаясь, продолжила старушка, погладив меня по щеке. Ощущая всю эту доброту, уголки моих губ неловко приподнялись вверх. Я прикрыл глаза и с благодарностью склонил голову. «Благодарю вас, госпожа Сумико». Рано еще. Если честно, я почти ничего не знаю. Даже мой покойный муж не очень распространялся об этом. Но он был большим любителем истории мира шиноби. Кажется, одно время он гордился тем, что за бесценок выкупил у бродячих торговцев подробную карту деревни. До разрушения Узушио Гакури она висела в его кабинете, но потом ему муженек снял ее, не объяснив причину. В любом случае, я считала это ненужным клочком бумаги, но выбросить рука не поднялась. Все же любила я этого дурака, и его влечение для меня теперь как напоминание о тех деньках. Я ощутил необычайный прилив сил. Потратив столько времени на поиск информации, мне удалось обнаружить ее в самом неожиданном месте. Не удивлюсь, если у госпожи Сумико есть какая-нибудь вещица от мудреца 6 путей, что собирал ее покойный муж. «Я могу на нее взглянуть?» – неловко спросил я. «Что за странные вопросы? Конечно. Думаешь, я так держусь за бумажку, которую тот старый маразматик держал в рамочке? У меня и без нее куча всякого хлама. Что от него осталось?» Ругая своего супруга, госпожа Сумико выглядела счастливой. Кажется, ей действительно радостно, что у нее есть возможность вспоминать его, пусть даже в таком ключе. Зайдя в дом, госпожа Сумико проводила меня в кабинет своего мужа. Помещение выглядело крайне опрятным. Было видно, что она убиралась, вытирая пыль с каждой книжицы и вещицы, которую собирал ее супруг. «Она в этом сундуке. Ты быстро ее найдешь». «Спасибо вам огромное. Я перед вами в долгу». Мой мальчик, ты уже и так многое для меня сделал. Если бумажечка поможет тебе, для меня это станет лучшей наградой». С этими словами она погладила меня по голове и отправилась на кухню. Я же остался наедине со старинными вещами. Мельком я осмотрел книги, которые посвящены истории мира шиноби. Некоторые из них были такими старыми, что, наверное, писались еще, когда Мадара был ребенком. Так или иначе, я быстро нашел карту Узушио Гакури, подробное описание каждого места в деревне. Хоть бумага и потеряла прежний лоск, было заметно, что они заботились. Чернила не сильно выцвели, надписи все такие же четкие. И теперь, пусть я не получил информацию о том, что же на самом деле происходит в деревне скрытых водоворотов, хотя бы имею карту и знаю, куда мне следует отправиться. Если ситуация там такая же, как и описывают слухи, мне следует четко представлять, куда стоит отправиться, чтобы получить максимальное количество интересующих знаний. Госпожу Сумико долго уговаривать не пришлось. Она разрешила мне забрать карту, хоть я клятвенно пообещал, что верну ее, как только закончу свои дела. Несмотря на то, что меня пригласили остаться на обед, я вежливо отказал. Мне нужно было как можно скорее разобраться с новой информацией, а также сравнить ее с источниками, которые находились в библиотеке. Хоть и обрывчато, но там была скудная сноска о деревне скрытого водоворота, немного о быте, о самом клане и так далее. По какой-то причине весь мир решил забыть о существовании целого народа. Даже будучи Тоби, я не мог и представить себе истинного потенциала клана Узумаки, несмотря на то, что тщательно искал информацию. Довольный своей находкой, я уже направлялся к дому, но по моей спине пробежала волна мурашек, сигнализируя об опасности. Выхватив катану, я резко развернулся, выставляя меч перед собой. Боец Анбу спокойно стоял, совершенно не обращая внимания на столь грубое приветствие. «Обита Учиха, тебя ожидает господин Хокаге», – монотонно проговорил тот. «Я понял, прошу прощения», – выдохнул я, убирая клинок в ножны. «Поспеши», – напоследок сказал он и исчез. Третий вызвал меня еще и таким странным способом. Видимо, ситуация правда серьезная, раз он послал члена спецотряда. Неужели я действовал слишком неосторожно? Или же причина в том, что у него появилось задание? Черт, в этом минус опыта из прошлой жизни. Мне всюду мерещатся заговоры, во всем вижу двойное дно. Именно из-за такого отношения к ситуациям я частенько делаю преждевременные выводы. В любом случае, со стариком нужно быть аккуратнее. Ранее у меня также возникали подозрения, что он знает обо мне больше, чем говорит.
Я привык, что меня частенько вызывают прямиком в кабинет Хокаге. Правда, последний такой раз обернулся миссией на 4 месяца, которая стала довольно печальным событием для Канохи. Я начинаю думать, что это какой-то злой рок. Правда, на данный момент все эти размышления бессмысленны. Шаг за шагом я приближался к резиденции Хокаге. Приятные лучи солнышка припекали голову, теплый ветерок обдувал лицо. Эта умиротворяющая атмосфера вкупе с тишиной всегда действовали на меня успокаивающе. Однако в самом здании царила кутерьма. Там и раньше было беспокойно, так как главный штаб располагался на 2-м этаже, но сейчас все иначе. Скорее всего, из-за перемен в политике деревни и скором избрании нового Хокаге происходят перестановки кадров, политика. А ведь однажды и мне придется также разбираться с этими проблемами. Поднявшись на 2-й этаж, я заметил 2 человек, стоящих у кабинета 3-го, Яшира и Инаби Учиха, члены военной полиции Канохи, несменные спутники Фугакусана. Их лица были чем-то омрачены. Казалось, они думают о чем-то вселенски непостижимом. Увидев меня, Инаби попытался улыбнуться и вежливо очканил: «Обита-сан, вижу, вы тоже пришли к 3-му саме. Ах, просил же, называй меня просто Обита. Мне правда неудобно, когда ты ко мне так обращаешься». Простите», — поклонился он. Ничему ж ведь не учится. Правда, Яшира не разделил оптимизма своего младшего товарища и лишь сдержанно отметил: «Рад видеть тебя в добром здравии, Обита. Члены клана переживали, что твое ранение оказалось смертельным. Мы все тебе благодарны за спасение». Я посмотрел в его глаза. Волна воспоминаний сразу же нахлынула на меня. Это трусливое лицо, которое озирается по сторонам в желании мне спасти свою шкуру, несмотря на гибель товарищей. «Яшира Учиха, ты не обманешь меня своей маской холодности и расчетливости. Я тот, кто годами притворялся другим человеком, и такому, как ты, не стоит выставлять передо мной это на показ». Слегка сжав кулаки, я выдавил из себя улыбку и ответил максимально дружелюбно, как только мог. Рад, что и вы не пострадали. В той битве каждый из учих показывал, кто он на самом деле». Лицо Яшира на секунду скривилось. Понял ли он мой намек или просто вспомнил о факте своей трудности? Не знаю. В любом случае мне было все равно. «Вы пришли с Фугакусаном? Это насчет той ловушки, в которую попали наши собратья?» — спросил я, желая разрядить обстановку. Мои соклановцы переглянулись. Они все еще мне не доверяют, и винить их за это трудно. Даже внутри клана существует узкий круг лиц, которые пользуются авторитетом и доверием. Если под 1-й пункт я еще подхожу, то вот 2-й вряд ли. В будущем, когда планирую изменить судьбу клана, я должен буду разрушить эту порочную систему недоверия. Ведь если даже между Учиха нет единства, то что уж говорить об их восстановлении среди других жителей деревни. Неловко откашлялся Яшира, прикладывая руку к рту. «Вот эта информация и не для 3-х лиц, но ты пользуешься доверием Фугакусана. Более того, лично присутствовал при его разговоре с лордом Хокаге. Думаю, тебе можно доверять». «Благодарю вас. Так вот, нам самим известно немногое, но дело зашло в тупик». «Что? Разве это расследование не должно было проводиться совместно с силами Анбы и военной полиции?» «Да, однако мы почти ничего не узнали. Прибыв на место, где мы попали в ловушку, обнаружили, что захоронения вскопаны. Хорошо, что мы забрали глаза павших собратьев». Я понимающе кивнул. «И даже это не самое ужасное. После сражения составляли список погибших. Тела многих учих так и не нашли. Даже в госпитале лишь развели руками. Слишком много мистических событий вокруг этого сражения заставляет задуматься о вмешательстве 3-й стороны», — продолжил я мысль. «Да, рад, что мы оба поняли это. Послушай, Обита, с нашим кланом всегда происходили подобные события, но чаще всего удавалось находить виновных и добиться справедливости. Сейчас верхушка деревни закрывает глаза на подобные несостыковки. Нам все меньше доверяют, поэтому надо брать ситуацию в свои руки. Ты согласен?» Я пристально посмотрел в его глаза. Ненависть, неукротимое пламя и узкий взгляд на вещи. Этот человек опасен в своем извращенном мышлении. Более того, сейчас он проверяет меня. Хочет знать, чью позицию я занимаю. «И что же вы предлагаете?» – спросил я, делая вид, будто бы не понимаю, к чему ведет Яшира. Инаби, который до этого молчал, подошел чуть ближе и прошептал: «Вы ведь в курсе, что 3-й, скорее всего, покинет
пост. Я вновь кивнул. Мы хотим выдвинуть кандидатуру Фугакусана на предстоящем собрании великих кланов Канохи. Учитывая вклад Учих в победу, кандидатура Фугакусана самая логичная. И этот туда же. Ему уже успели промыть мозги. И дело не в том, что я не считаю главу клана достойным лидером. Смысл заключается в другом. Среди наших соклановцев уже не существует другого мнения, кроме как мысли о продвижении Учих в верхушку управления Канохой. Семена недоверия начали всходить, а это значит, что я должен как можно скорее уничтожить эти ростки, пока не стало слишком поздно. Фугакусан достойный лидер. Уверен, на собрании примут справедливое решение, ответил я нейтрально. А что насчет тебя? Прищурившись, спросил Яшура. Ты один из немногих учих, которые пользуются доверием среди других представителей деревни. На чьей ты стороне? Он зажал меня в угол. Так и знал, что меня заставят выбрать сторону. Если я отвечу, что на стороне деревни, то не видать мне поддержки среди клана. А если присоединюсь к ним, то явно стану объектом пристального наблюдения, и проводить свою политику будет гораздо сложнее. Воцарилось молчание. Яшура и Инаби пристально смотрели на меня, ожидая ответа. Секунды тянулись мучительно долго, а мой мозг не мог придумать достойного ответа. Но меня спасло чудо. Фугакусан вышел из кабинета Хокаге, грустно выдыхая. Он заметил меня, и уголки губ его приподнялись в улыбке. Обита. Вот как сюрприз. Не знал, что у тебя здесь дела. Снова на миссию? Приветствую вас, Фугакусан. Если честно, я сам не в курсе. Глава клана обернулся и увидел своих подчиненных, которые тут же попытались скрыть истинные эмоции. Фугаку внимательно посмотрел на них, после чего вновь повернулся ко мне и продолжил. Вот значит как. Вижу, ситуация действительно серьезная. Говоря эти слова, он смотрел мне прямо в глаза, будто бы понимая, что я попал в передрягу. Думаю, он прекрасно знает об отношении некоторых представителей клана ко мне, поэтому с легкостью читает это с их лиц. Надеюсь, когда ты закончишь, то сможешь приступить к своим обязанностям. Сейчас, достигнув некоторых результатов в расследовании, военная полиция вновь возобновляет свою деятельность в полной мере. Мне понадобится твоя помощь, Обита. Яшура и Инаби вздрогнули. Думаю, их опасения подтвердились. Услышав эти слова, теперь они вряд ли посмеют выразить мне недоверие. Ведь подобные действия поставят авторитет Фугакусана под удар, а им этого не надо. Да, я прибуду к вам незамедлительно, как только выполню оставшиеся поручения. Очень хорошо. Еще шире улыбнулся глава. Очень скоро намечается собрание. Я бы хотел, чтобы ты тоже на нем присутствовал. Пора представить тебя остальным. Благодарю вас, поклонился я. Не стоит. Лучше на деле докажи, что я не зря доверился тебе. А теперь прошу простить, у меня остались дела. Инаби, Яшура, нас уже ждут. Но... Начал было Яшура, но тут же прикусил губу и продолжил. Есть, капитан. Проходя мимо меня, эти двое бросили оценивающие взгляды, намекая, что мы еще вернемся к этому разговору. Черт, я был на волоске от провала. Сейчас Фугакусан поддерживает мое стремление в помощи клану. Ну, как знать, сколько еще он сможет сдерживать радикально настроенных учих. Обита учиха, заходите, пробубнил боец Анбу, открывая передо мной дверь. А, да, прошу прощения. Зайдя внутрь, я увидел третьего в весьма задумчивом состоянии. Глаза его были словно стеклянными и смотрели куда-то вдаль, за пределы его помещения. Изо рта выходили небольшие струйки дыма. Сев на одно колено, я склонил голову, ожидая его указаний. Но вопреки моим ожиданиям он продолжал молчать. Казалось, он и вовсе не заметил, что я пришел. «Господин Хокаге, я не вовремя?» – тактично спросил я, выводя того из раздумий. «О, прости меня, Обита. Кажется, я слишком погрузился в раздумья. Вам не нужно извиняться, учитывая непростую ситуацию. На ваши плечи взвалилось множество проблем». «Ха-ха-ха-ха!» – звонко засмеялся Хирузан Сарутоби. «Твоя доброта воистину согревает мне душу, но я не так идеален, каким ты меня видишь». Все мы совершаем ошибки. Смысл в том, как в конечном счете мы их исправляем. Третий несколько раз кивнул головой. «Прошедшая война показала, что я совершил их слишком много». «Господин Хокаге», начал было я, но был прерван лидером Канохи. «Не стоит. Я не настолько слеп, чтобы не видеть очевидного, Обита. К слову, ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» У меня есть несколько предположений». «Вот как?
Что ж, поделись со мной. Думаю, прежде всего вы бы хотели обсудить ситуацию с Оками. Да, хоть Минато и обрисовал ситуацию в своем рапорте, мне бы хотелось услышать и твое мнение тоже. Я задумчиво склонил голову. Мы выиграли некоторое время, но это не решит проблемы. Если даже Джирайя-сенсей оказался в затруднительном положении, то, боюсь, мы в тупике. Вижу, ты смог подружиться с ним. Добродушно спросил третий. Он довольно инфантилен, временами ведет себя как извращенец, но когда приходит время взять ответственность на себя, Джирайя-сенсей выкладывается на все 100%. В этом учитель Минато очень похож на него, всегда и полностью отдает себя делу. Глава деревни звонко засмеялся. Он всегда был таким, сколько его помню. Что ж, по твоим глазам я вижу, что у тебя есть идеи насчет всей этой ситуации. Проницательно спросил он, забивая новую порцию табака в трубку. Я отвел взгляд. Сейчас это мой шанс помочь деревне, но мне не хватает смелости высказать свою мысль. Обита? Да, прошу прощения. Могу ли я говорить прямо? Этого я тебя и жду. Джирайя и Минато высоко оценивают тебя. Порой нам не хватает свежего взгляда на сложившуюся проблему. Благодарю. Я думаю, что есть один выход. Джирайя-сенсей обсуждал это с учителем Минато. Они ведь оба изучали фуинзюцу от Узумаки. И хоть знания обширны, но все равно недостаточно для решения этой проблемы. Исходя из этого, я полагаю, что нужно обратиться к первоисточнику. Первоисточнику? Но деревня скрытого водоворота была уничтожена, а выжившие разбрелись по свету, отметил Хокаге. Да. Джирайя-сенсей отправился в путешествие, чтобы найти хоть какие-то зацепки, однако неизвестно, удастся ли ему это. Мы не можем терять так много времени, действовать нужно быстро и решительно. Что же ты предлагаешь? Позвольте отправиться в Узушиогакуре. Хватит небольшого отряда специалистов. Попав в нее, мы точно сможем найти информацию о печати Оками. Исключено, резко отрезал третий. Но хотел было возразить я, тем не менее, тут же склонил голову. Глава деревни набрал табачного дыма и быстро выдохнул его, после чего продолжил. На это есть свои причины. Деревня скрытого водоворота располагается вблизи от скрытого тумана. На данный момент мы еще не смогли добиться от них перемирия. Шиноби этой деревни всегда отличались своей жестокостью и расчетливостью. Отправив туда отряд, даже если его будет возглавлять Минато, риск поставить людей под угрозу крайне велик. Кроме того, остальные страны ревностно следят, чтобы никто не совался в Узушиогакуре. Если одна из деревень получит те знания, это может свидетельствовать о перевесе сил, так как техникам клана Узумаки нет равных в этом мире. Сейчас мы не можем позволить, чтобы между странами вновь возникло напряжение, ведь мы только-только смогли добиться хоть и хрупкого, но все же мира. Именно поэтому я не могу разрешить подобную операцию. Но, господин Хокаге, если ничего не предпринять, то не только Каноха, но и другие скрытые деревни могут быть в опасности. Мы не можем бездействовать, воскликнул я, встав с колена. Строгое до этого лицо лидера деревни вдруг смягчилось. На губах мелькнула теплая улыбка. Тише, тише. Я понимаю, как ты дорожишь деревней и хочешь ей помочь. Я ведь не говорил, что мы будем сидеть сложа руки. Тогда как же нам решить эту проблему? Без знаний клана Узумаки разобраться в печати Оками почти невозможно. И я бы и сам отправился туда, но в нынешних условиях не могу покинуть деревню. Вот как. Что ж, отложим эту проблему на несколько минут. Ведь есть еще одна причина, по которой я тебя вызвал. Думаю, тебе это будет интересно. Третий лукаво улыбнулся. Его глаза хитро блеснули. Что же он задумал? Я весь во внимании. Ты наверняка уже знаешь слухи о том, что я покидаю свой пост. Я молча кивнул. Как и предполагал, подобные слухи разлетаются крайне быстро. Так или иначе, это решение я принял самостоятельно. Ведь я и только я в ответе за все жертвы, которые перенесла наша деревня во время Третьей мировой войны Шиноби. Но прежде чем покинуть свой пост, я хочу, чтобы следующий Хокаге принял от меня полномочия в мирное время. Поэтому я не могу оставить это место, пока не закончу перемирие с другими странами.
Я понимаю, господин Хокаге, если вам требуется моя помощь, я сделаю все, что в моих силах, воскликнул я, сжимая кулаки. Вот это настрой. Я с благодарностью принимаю твою помощь, учитывая то, что именно от нее будет зависеть мир между двумя скрытыми деревнями. А от меня? Опешил я, не ожидая таких слов. Позволь я объясню. После смерти третьего Райкаги место лидера скрытого облака занял его сын. Став четвертым Райкаге, он много унаследовал от своего отца, в том числе упрямство и волевой характер. Эй долго оттягивал момент с переговорами, даже несмотря на то, что мы нанесли им череду сокрушительных ударов. Однако, в конце концов, видимо, даймё страны Молнии воздействовал на четвертого, и переговоры возобновились. Это прекрасно. Нам сейчас как никогда нужен этот мир. Только какова моя роль? Понимаешь, в этом и вся загвоздка. Эй согласился заключить перемирие с одним условием. Он хочет, чтобы послом был призрачный клинок листа. Человек, который длительное время совершал дерзкие и чувствительные нападения внутри страны. Я? Да. Насколько знаю, таким прозвищем тебя одарили во время той операции. Это так. Поэтому, во имя мира для нашей деревни, я прошу тебя отправиться в скрытое облако для проведения переговоров. В голове всплыли воспоминания. Сотни погибших, нескончаемые бои, преследования, смерть товарищей. Те дни принесли много боли нам и врагу. Я слышал, что четвертый отчаянно пытался изловить меня, но капитан первого отряда Кин своей последней операцией смог выиграть время для моего отступления в леса. Я не вправе тебя заставить, Обита, тихо проговорил третий, выдувая клубы дыма. И уж тем более не хочу подвергать риску. Ты перенес множество лишений в те дни, которые прочно засели у тебя в душе. Поэтому, если откажешься, я сделаю это, уверенно произнес я, выпрямляя спину. Ты уверен? Нет никакой гарантии, что Райкаги просто не собрался от тебя избавиться. Зная его характер, это нетрудно предположить. У него есть причины меня ненавидеть, и покуда я не появлюсь перед ним, эта ненависть никуда не исчезнет. Мы оба ниндзя своих стран, которые выполняли свою работу. Просто мне повезло больше, чем ему. Нет нужды оттягивать неизбежное, ведь я знал, рано или поздно нам предстоит встретиться лицом к лицу. Во имя мира между Канохой и Кумагакури я готов пойти на этот риск, даже если это означает предстать перед вчерашним врагом. Не перестаю поражаться тому, как сильна воля огня в нынешнем поколении шиноби. Даже несмотря на все наши ошибки, вы находите в себе силы преодолеть эту ненависть. Быть может, именно вам уготована судьба изменить этот мир. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Третий встал и подошел к окну. Я видел, как на его лице была грустная, но очень добрая улыбка. У нас были хорошие учителя, отметил я, подходя к нему. Тогда мне не о чем переживать. Что ж, остается обсудить тонкости твоей миссии. Тонкости? Да, обычно на такие миссии вместе с послом отправляется мой личный отряд Анбу, чтобы обеспечить безопасность. Однако, глава деревни повернул голову ко мне, и его глаза хитро прищурились. Насколько я знаю, ты любишь работать в одиночку. Не то чтобы, но в данном случае я предпочел бы отправиться один. Если четвертый Райкаги выйдет из себя, вряд ли даже бойцам Анбу удастся его остановить. Если честно, я и сам сомневаюсь, что справился бы. Он очень силен. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Понимаю. Более того, ты довольно долго входил в ряды диверсионного отряда, поэтому я могу быть уверен, что самостоятельно сможешь добраться до скрытого облака. Благодарю вас за доверие, Хокаге-сама. Слегка склонил голову я. Итак, тебе предстоит путь до страны Молнии. Думаю, это примерно день или два в зависимости от скорости перемещения.
Прибыв туда, я почти не сомневаюсь, что переговоры с Рейкаги могут затянуться на некоторое время, в лучшем случае на пару-тройку дней. Я внимательно слушал третьего. Он выдавал свои рассуждения вслух, и это было крайне странно. Что же он хочет этим сказать? Ну и наконец, тебе необходимо несколько дней, чтобы добраться до Канохи и принести подписанный договор о перемирии. В целом, выходит неделя плюс пару дней, так? Да, но, лорд Хокаге, вам нет нужды так переживать. Я постараюсь заключить мир между деревнями как можно скорее. Начал было я, но меня тут же прервали. Ха-ха-ха, не спеши ты так. В таких вещах спешка ни к чему. Выслушай меня внимательно, Обита. Слушаюсь. Так вот, обычно в таких вещах требуется отчетность, но учитывая твой статус в Канохе, репутацию и множество успешно выполненных миссий, у меня нет, ни у кого не возникает сомнений в твоей честности. Поэтому я беру вопрос на себя, а тебе остается лишь выполнить задачу. Я кивал в такт словам главы деревни. Они были непростым объяснением ситуации, за ними скрывался тайный смысл, и третий подтвердил мои догадки. У тебя будет целая неделя без контроля и надзора со стороны Канохи. Справишься ли ты с этой задачей? Ведь тебе придется взять на себя весь риск и последствия за свои действия. Вот оно что. А старик хитер. Он не может дать прямого разрешения на проведение операции. Более того, если в деревне есть шпионы, они могут прознать о наших действиях. Тем не менее, несмотря на все риски, он доверяет мне непростую задачу. Я должен помочь Канохе, как на мировой арене, так и вне ее. Я крайне благодарен вам, господин Хокаге. Я обязательно найду способ, как помочь деревне, уверенно заявил я, смотря прямо в его глаза. Тебе не за что меня благодарить, Обита. Как я и сказал, мы не будем сидеть сложа руки, но бросаться в пламя нам тоже не следует. Тщательно продумывай каждый шаг. Уверен, ты тот, кто сможет найти правильный выход. Есть. С этими словами я поклонился и собрался уходить, но рука третьего легла на мое плечо. Еще пара советов, если ты их примешь. Почту за честь. Не говори никому о том, что решил делать. Самым близким тоже. В этой деревне даже у стен есть уши. Пожалуй, здесь единственное место, где мы можем говорить настолько открыто, Обита. Даже так? Думаю, у меня нет выбора, грустно отметил я, понимая, что вновь скрою от Какаши Рины Минато-сенсея много всего. Жизнь шиноби частенько покрыта мраком и тайнами. Мы многое скрываем, чтобы защитить тех, кто нам дорог. И подобное, к сожалению, приходится проносить через всю жизнь. Однако, я думаю, что даже в этом пункте могут быть исключения. Взглянув на третьего, я уловил едва заметные нотки сомнения в его голосе. Сейчас он говорил не как Хокаге, а скорее как заботливый дедушка, который переживал за меня. Он знает, секреты порождают сомнения и недоверие, а вскрываясь, могут привести к различным последствиям. Между тем, есть люди, которые, несмотря на все тайны, готовы разделить с нами эту участь. Это те узы, что нас объединяют, сплочают и не дают погрузиться во мрак. Не волнуйтесь, я обязательно преодолею такие трудности. Как-никак, я тоже хочу стать Хокаге, и тогда точно добьюсь того, чтобы мы все смогли открыться друг другу. С этими словами я выставил большой палец в его сторону. Даже так? Тогда я хочу увидеть, когда этот день настанет. Улыбаясь, я несколько раз кивнул головой у самой двери. Третий напоследок добавил: спрячь ее, Обита. Если ты решил, как хочешь поступить, то предусмотри каждый нюанс. Сейчас от тебя зависит многое. Будь осторожен. Конечно, хоть я и бываю неуклюж и импульсивен, но мои учителя великие шиноби, и я не посрамлю их. Да поможет тебе воля огня. Тихо заключил глава деревни, прежде чем дверь захлопнулась. Весь оставшийся день и ночь я размышлял о предстоящем путешествии. Третий целиком и полностью доверил мне две непростые задачи. Первая из них – подписание перемирия. Вторая – поиск информации относительно печати Оками. Даже трудно предположить, что из этого окажется труднее. Велика вероятность, что прямо у входа в деревню Райкаги на полной скорости размажет мою черепушку. Лежа на футоне, я глядел на небо, затянутое облаками. И вновь я вынужден оставить Рин. Мне бы так хотелось взять ее с собой,
собой, но здесь за ней присмотрят. Я уверен, что сенсей и Какаши не позволят, чтобы с Рин что-нибудь случилось. Моя паранойя явно не идет на пользу. Изменил ли я то ужасное прошлое или все еще впереди? В любом случае, мне нужно быть готовым, чтобы справиться с трудностями. Мысли, что одна за одной накрывали меня, в конечном счете сильно утомили, после чего я вырубился. Утром с первыми лучами я поднялся, стараясь как ни в чем не бывало уйти из дома, однако вопреки привычному ходу дел, моя бабуля тоже была на ногах. Она хитро улыбалась, глядя на мое изумленное лицо. Кажется, все-таки она раскусила меня. За завтраком она ничего не говорила, лишь, подперев подбородок руками, смотрела, как я ем, набивая полные щеки еды. Я смущенно отводил взгляд и неловко улыбался. Когда пришло время уходить, бабушка сказала: «Будь осторожнее, Обита». «Бабуль, я Джонин, который прошел не одно сражение. Думаешь, со мной что-нибудь случится?» – шутливо ответил я. Взяв меня за щеку, бабушка надулась и продолжила. «Чунин, Джонин, да хоть Хокаге, я твоя бабушка, а ты мой самый дорогой внук. Я всегда буду за тебя переживать, насколько бы сильным ты ни был. Поэтому поцелуй бабушку и пообещай, что будешь осторожен». «Ну, ба!» «Обита!» Я послушно выполнил ее указание. Лицо моей старенькой, заботливой, дорогой сердцу бабули просияло, после чего она выпроводила меня в путь, еще долго стоя у порога и провожая взглядом. Хоть я обещал, что буду держать свою миссию в секрете, мне нужно было увидеть Рин перед отправлением. И дело вовсе не в том, что я просто по ней соскучился, вовсе не поэтому, но если быть точным, это первая причина. Вторая заключается в том, что мне необходимо взять некоторое количество медикаментов на случай, если я попаду в передрягу. В этот раз со мной совершенно никого не будет. Можно сказать, я впервые за долгое время вновь стану одиночкой. От этого как-то совсем уж грустно. Добравшись до госпиталя, я застыл у входа. И чего это я так нервничаю? Такое ощущение, будто бы я захожу в неизвестные земли. Хотя не раз навещал Рин, которая вечно журила меня за то, что я отвлекаю людей от работы. Она ведь это не серьезно? Правда ведь? Мои размышления прервал звук, который доносился слева за углом здания. Сильные шорохи, кряхтение, злобное бурчание. Я насторожился. Учитывая то, что война лишь недавно кончилась, велика вероятность шпионов, которые шныряют по вражеским территориям в поисках сильных шиноби врага. Аккуратно подкравшись к углу, я выглянул и увидел странную картину. У стены стояла коробка, на которой располагалась девушка. Темно-коричневые прямые волосы, почти доходящие до плеч. Непослушная челка спадала на одну сторону. Она была одета в серо-фиолетовое кимоно с короткими рукавами, черными лентами у швов и длинным красным оби. Под кимоно видна сетчатая футболка. Странно, но повязки шиноби с протектором Канохи я на ней не заметил. Тем не менее, ее лицо мне кажется жутко знакомым. Да и как шпион она не выглядит. Однако проверить все равно надо. Сделав быстрый рывок в сторону, я зашел девушке за спину. Эта святая простота настолько увлечена своим наблюдением, что даже не заметила меня. Был бы это парень, я бы мог предположить, что он подсматривает за молодыми медсестрами и навалял бы ему по шее. А тут мне совершенно ничего не понятно. Тихой поступью подкравшись к ней, я приблизился к уху девушки и прошептал: «Подглядывать некрасиво». Та хотела взвизгнуть, но быстро прикрыла рот руками, после чего тут же потеряла равновесие и начала падать с коробки, на которой и так неустойчиво стояла. На секунду я сам опешил от такой реакции, но не теряя времени подхватил девушку, не давая ей упасть. Повиснув у меня на руках, она еще минуту не открывала глаза, но, осознав, что еще не встретилась своим телом с землей, тихонько приоткрыла их. Черные очи быстро пробежались по окружению и, встретившись со мной взглядом, девушка залилась краской и замахала руками. «Пусти!» – сначала взвизгнула она, после чего вновь прикрыла рот руками. Да что с ней такое? Но спорить я не стал. Быстро поставил ее на землю. Взволнованная особа моментально отскочила на шаг назад и встала в стойку. Ясно. Значит, она все-таки ниндзя. Ее взгляд, который был злым и сосредоточенным, быстро сменился на испуганный и недоумевающий. Девушка очевидно осознала, кто перед ней стоит.
и теперь не знает, как выпутаться из этой ситуации. «Кто вы? Что вам надо?» – спросила она взволнованно, но очень тихо. А то по мне не видно. Кажется, от волнения девушка совсем запуталась в мыслях. Прежде чем спрашивать чье-то имя, нужно и самой представиться», – дружелюбно проговорил я, улыбаясь. Я Ката Шизуна, Генин», – запинаясь, ответила она. «Рад с тобой познакомиться. Меня зовут Обита Учиха. Мой ранг Джонин». «О, Обита Учиха? Джонин? Так вы тот самый?» – с явным удивлением лепетала Шизуна. «Ха-ха, да, это я», – сорвалось с моих уст, после чего я занял гордливую позу, полагая, что она сейчас как-нибудь похвалит меня. «Вы один из напарников Какаши Хатаки, сына Белого Клыка и гениального шиноби, который закончил академию в столь юном возрасте», – восторженно произнесла Шизуна. Я оторопел. Улыбка тут же сползла с моего лица. Чертов Какаши. Ну почему этот засранец всегда на шаг впереди меня? Когда рядом гениальный друг, все становится в разы труднее. Кажется, я сейчас взорвусь от возмущения. «И все?» – грустно спросил я. «Это все, что ты знаешь?» «Что? Ну...» Увидев мое унылое лицо, Шизуна смекнула, что задело мое самолюбие, поэтому быстро продолжила. «Нам рассказывали о вас. Вы ведь входили в команду Минато Намикадзе, и каждый из вас считается героем скрытого листа». «Не утешай меня», – сказал я, шмыгая носом. «Простите, Обита-сан», – девушка низко склонила голову, ощущая, что добила меня окончательно. «О вас и правда очень мало известно. Говорят, что ваши миссии секретны. Правда, я наслышана о призрачном клинке листа. Кажется, так вас называют». Черт, это ужасное прозвище теперь точно прикрепилось навсегда. И хоть звучит довольно круто, оно напоминает мне о тех ужасных днях войны, когда нам пришлось выживать, лишь бы не подохнуть на территории врага. «Да неважно», – выдохнув весело, проговорил я. «Так что ты тут делаешь?» «Обита-сан, я...» «Никаких Обита-сан», – резко ответил я. «Мы с тобой, кажется, почти ровесники». «Обита-сэмпай?» «Тоже мимо. Слишком много у меня кохаев в последнее время», – пробубнил я, вспоминая Шису и Итачи. «Чего ты там бубнишь? Не стесняйся, а то так и не сможем найти контакт друг с другом». «Братик Обита?» – тихо вопросила Шизуна, заливаясь краской. «Чего? Почему она так смущенно и невинно выглядит? Более того, почему я смутился так, что у меня аж дыхание в груди перехватило? Меня никогда и никто не называл братиком. В семье я единственный ребенок. Что это за чувство такое?» «Забудьте», – вдруг сказала Шизуна. «Нет, это подходит. Точно. Можешь звать меня братик, хоть это и немного странно. У меня никогда не было того, кто мог меня бы так называть». Последние слова я произнес с легкой грустью. Шизуна слегка склонила голову на бок и пристально посмотрела на меня, после чего захихикала и сказала: «А ты точно тот самый устрашающий Джонин Канохи, братик Обита? У тебя сейчас такое жалостливое лицо». Вот же. Шизуна подошла ближе и с грустной улыбкой на лице добавила: «Знаешь, у меня был брат. Его звали Дан. Он погиб на этой войне. Я даже не знаю почему, но ты мне очень его напомнил. Мне стало так приятно, будто сейчас Дан рядом. От тебя тоже исходит свет, братик Обита». «Это очень смущает. Но нельзя же быть такой милой». «Вот как. Мне очень жаль, что тебе пришлось через это пройти, Шизуна», – ответил я, положив руку на ее голову. «Давай не будем о грустном. Не думаю, что твой брат хотел бы этого». «Ты прав. Так что же ты тут делала? Разве генины сейчас не заняты заданиями о деревне?» «Да, но я не могла удержаться. Мне очень хотелось увидеть ее». «Ее? О ком ты?» «Цунада сама», – восторженно сказала Шизуна. Действительно, Рин рассказывала мне, что принцесса Клана Сенджу вернулась в Каноху. Более того, та решила посетить госпиталь и помочь раненым. Вот почему моя девушка не вылезает сутками со своего рабочего места. Она всеми силами хочет стать лучшим иринином в деревне. «Точно! Я тоже об этом слышал, но это же не повод отлынивать от обязанностей», – менторским тоном проговорил я. «Прости, но понимаешь, я тоже хочу стать ниндзя-медиком. Но как мне научиться, если постоянно приходится ловить кошек да впахивать заросшие грядки у какого-нибудь толстосума? Я хочу учиться, а не тратить время на глупости». В чем-то ты права, конечно, задумчиво сказал я, вспоминая задание ранга Д. Но ведь в пути шиноби нет коротких дорог. Нужно познать все аспекты этой жизни, чтобы двигаться дальше. Эти задания нужны, чтобы сплотить тебя с твоей командой. Сплотить? Да, если ты решила стать ирянином, тебе нужно быть с товарищами на одной волне, ведь от твоих действий будет зависеть их жизнь. Да, ты прав.
Ну, позволь мне хоть одним глазком взглянуть. Ну, пожалуйста. Выдохнул я, сдаваясь перед такой искренней просьбой. Хорошо, но только быстро. Если нас тут увидят, то точно подумают, что мы что-то задумали. Не хочу потом оправдываться перед... Я осекся. Шизуна непонимающе глянул на меня, из-за чего тут же пришлось отвести взгляд. В общем, давай быстро посмотрим. Да. Я поставил коробку поустойчивее, а сам встал на носочки, чтобы увидеть, чем же там заинтересовалась Шизуна. Передо мной открылся вид палаты, в которой лежали тяжело раненые бойцы. Некоторых из них я знал лично, отчего на сердце неприятно защемило. Помимо них в помещении стояли 2 рянина в окружении медсестер. Первого мне удалось увидеть сразу. Цунаде Сенджо, одна из тройки великих санинов. В прошлой жизни она доставляла немало проблем Акацуки. Опасная женщина и талантливый ирянин, которая была к тому же прекрасным бойцом передовой. Через пару секунд, когда она отошла от постели больного, я увидел и второго ирянина. Мое сердце забилось чаще. Рин в белом халате с завязанным в хвост волосами. Ее лицо было сосредоточенным и серьезным. Я привык видеть Рин веселой и добродушной. Нечасто мне удается понаблюдать за ней на работе. Из ее рук выходила бирюзовая волна чакры, которая то расширялась, то сужалась в зависимости от места, куда она прикладывала руки. «Вот значит, что ты имела в виду под контролем исцеляющей чакры?» – спросила Цунаде довольным голосом. Да, Цунаде-сама, некоторые раны находятся довольно глубоко. Лучше сконцентрировать узкий поток чакры и направить его в нужные точки. Так ирянинам удастся сэкономить запас энергии и помочь большему количеству людей. Ты действительно очень талантлива, Рин. Боюсь, скоро мне придется у тебя учиться. Цунаде положила руку на плечо Рин и продолжила наблюдать за ходом манипуляции. Это же Рин-сан? Она ведь в твоей команде, братик Обита? Шепотом спросила Шизуна. Да, она просто удивительная. Тихо промурлыкал я, смотря за Рин. А? Ты что, любишь Рин-сан? Очнулся я, поняв, что спалился. Почему ты так решила? У тебя на лице все написано. Так могут смотреть только на любимую. И не пытайся скрывать, я же тоже девушка. Ну, ладно, твоя взяла. Это ведь так хорошо, когда есть кого любить, правда? Спросила Шизуна, вновь переводя взгляд на ирянинов. Когда есть ради кого жить. Да, действительно замечательно, согласился я, улыбаясь. Это то, что я хочу защитить всем сердцем. А теперь ты звучишь очень по-взрослому. Не пойму я тебя, братик Обита. Я тоже. Очень тихо прошептал я. Но Цунаде-сама все равно лучше всех. Посмотри на этот мудрый взгляд. Может быть, но скоро эту бабулю сместит Рин. Ты же сама ее слышала. Что? Да Цунаде-сама просто как похвалу это сказала. Рин-сан, еще расти и расти. Уже громче начала спорить Шизуна. А вот и нет. А вот и да. Вступили мы оба в спор. Ты дурак, братик Обита. Воскликнула Шизуна. В этот момент за окном послышались шаги и голос Цунаде. Кажется, я что-то слышу за окном. Кто там шумит в столь ранний час? Черт, это уже плохо. Мы так увлеклись спором, что не заметили, как перешли на крик. Нужно срочно выкручиваться. Резким движением я выпнул коробку из-под ног Шизуны и, подхватив ее на руки, прыгнул в ближайший густой куст. Створки окон отворились. Сквозь листву можно было увидеть, как принцесса клана Сенджу выглянула, осматривая все вокруг. Что-то случилось, Цунаде-сама? Спросила Рин, тоже подходя к окну. Мне показалось, что тут кто-то спорил. Может, дети случайно забрались, пока играли. Надо сюда что ли одного чунина прислать, что подгонял детвору? Рин внимательно окинула взглядом местность и, остановив свой взгляд на кустах, где мы сидели, улыбнулась и сказала. А может, кто-то просто хотел посмотреть на вас, Цунаде-сама? Вы ведь такая красивая женщина. Еще бы. Но тогда этому недоумку пришлось бы сначала повстречаться с моим кулаком. Терпеть не могу сталкеров. Я сглотнул слюну. Вряд ли бы она стала спрашивать, кто я, прежде чем попытаться впечатать свой кулак в мое бренное тело. Ужасная женщина. Когда окна захлопнулись, мы вылезли из кустов. Шизуна восторженно заявила. Видел? Цунаде-сама такая сильная и независимая женщина. Она может дать отпор любому. Скорее уж мужиковатая, процедил я, радуясь, что Рин не такая. Но Рин-сан и правда талантливая. Будет ли у меня шанс тоже так встретиться с госпожой Цунаде и поучиться у нее? И в этот момент я понял, кто такая Шизуна. Спутница Цунаде, ее верная ученица, которая всегда помогала этой взбалмошной женщине. В прошлой жизни мне не была важна ее судьба, ведь я считал Шизуну обычной пешкой, но сейчас вижу, как сильно она хочет стать хорошим ниндзя-медиком. Знаешь, если ты станешь чунином и улучшишь свои навыки в медицинских техниках, то я уверен, Цунаде
обязательно обратит на тебя внимание. Главное, верь в свои силы и никогда не сворачивай с пути, который выбрала, даже если будет казаться, что это невозможно. Не теряй уверенности в себе, Шизуна. Ты правда думаешь, что я смогу? Конечно, я верю в тебя. Спасибо тебе, братец Обита. А какая у тебя мечта? Я хочу стать самым лучшим Хокаге в истории. Ого, но ведь это не так уж и легко. Хокаге нужно много знать и уметь. Именно поэтому я упорно иду к своей цели. И люди, что меня окружают, всей душой поддерживают это стремление, прямо как и я твое. Хоть мы и знакомы всего ничего, но я вижу в твоих глазах решительность. Тогда я должна постараться, уверенно заявила Шизуна, сжимая кулаки. Чтобы, когда ты стал Хокаге, я смогла смотреть на тебя и помнить, мы оба сдержим свои обещания. Да, давай постараемся, сестренка Шизуна, сказал я, улыбаясь во весь рот. От моих слов она залилась краской и неловко накрутила прядь волос на палец. Я встал, отряхиваясь от листьев и земли. Что ж, мне пора. Знаешь, было очень весело. Спасибо, что подняла мой боевой дух, Шизуна. Ну, и тебе большое спасибо, братик Обита, сказала она, слегка склонив голову. Мне нужно начать мои тренировки сейчас, если я хочу стать чоунином. Вот это я понимаю настрой. С этими словами Шизуна помахала рукой, перемахнула через забор и скрылась в переулке. Сколько интересных людей мне еще предстоит встретить. Каждый из них из раза в раз доказывает, что эта деревня и правда связывает всех нас незримой нитью, которая и формирует волю огня. Каждый раз, когда сомнения и страхи сжимают меня в кольцо, на помощь приходят те, кто всей душой желает добиться своих искренних и светлых целей. И только в этой жизни я по-настоящему стал ценить эти связи, которые наполняют мое сердце любовью и новыми силами, чтобы двигаться вперед. С этими мыслями я двинулся в больницу. Когда Рин увидела мое светящееся от улыбки лицо, она невольно захихикала, а позже заявила, что мне стоит отточить свои техники маскировки получше, иначе на заданиях будет чертовски туго. От этих слов я покраснел как помидор, осознав, что не до конца очистил свою форму. Рин выдала мне лекарство и напоследок крепко обняла. «Я обязательно зайду, как вернусь задание. Пожалуйста, береги себя». Говоришь, как моя бабуля», – выдал я, прижимая ее к себе. «Ну так как тоже, кроме нас о тебе позаботиться. Ты же вечно любишь скрывать все». Прости, одно я точно никогда бы не смог скрыть от тебя, Рин», – прошептал я, поглаживая ее талию. И что же это?» – спросила она, лукаво щуря глаза. «Я люблю тебя и буду любить всегда, и эти чувства дают мне силы сделать даже невозможное». «Давай начнем с возможного, а то тебе нечем будет меня удивить», – как всегда подшутила она. «Вот вечно ты так». Пока я пытался возмутиться очередному подколу, Рин посмотрела по сторонам и быстро впилась в мои губы своими. Сладкий аромат ударил мне в нос, а волна тепла каскадом пронеслась по телу, полностью сводя на нет любые попытки мыслить, после чего она вновь посмотрела на меня карими глазами и помчалась назад по коридорам. «Я вернусь, жди меня!» «Опоздаешь, я уже домой иду», – захихиков ответила мне Рин. Вот же, ни минуты без шутки. Но именно это и дает мне каждый раз веский повод, чтобы улыбнуться. И вновь я покидаю деревню. Неведомая сила не дает мне остаться тут и гонит, словно ветер одинокий листок по бескрайним просторам наших земель. Деревня потихоньку пробуждалась. Торговцы открывали свои лавочки, приветливо махая мне руками. Неугомонные старички то и дело пытались сунуть конфетку или иную вкусняшку, дергая меня за щеки. Ребятишки, которых только-только отпустили родители, стремглав неслись к площадкам, изображая себя ниндзя. Увидев меня, они остановились и долго смотрели. В их лицах читался интерес и даже некое благоговение. Это очень смущало, не привык я к такому вниманию. Поэтому раздал им все конфеты, что дали мне старички, и, улыбаясь, погладил по головам. Детвора громко поблагодарила меня и побежала дальше. Как же мне не хочется покидать это место. Все здесь для меня родное и близкое сердцу. Продолжение следует.